Добрый день, дорогие пекари! Сегодня будем делать спонтанный кекс. В любой непонятной ситуации пеки кекс. Этим принципом я сегодня и воспользовалась. Я обнаружила у себя большой объем остатков закваски Левита Мадре. Она мне никуда не нужна, выбросить мне ее жалко, поэтому я поняла, что надо что-то делать. Что делать? Проще всего делать кекс, потому что закваска простояла больше недели и уже сильно кислит. Кроме того, я обнаружила остатки пастеризованных желтков, немного сливок, остатки мака и цельнозерновой муки. Ну и, собственно, собрала все это вот в такой кекс. И это был спонтанный рецепт, который мы сегодня разберем. Что делать, если остались продукты? Ответ очень простой: делать кекс. Здесь у меня скопилась Левита Мадре, я ее много разводила, экспериментировала с разной выпечкой, и у меня остался вот такой большой объем Левита Мадре. Она пролежала в холодильнике примерно неделю, она уже достаточно кислая. Я думала ее посушить, потом поняла, что она мне не очень нужна, и я хочу из нее что-нибудь испечь. Кроме этого, в холодильнике обнаружились остатки желтков, вот таких пастеризованных. Они тоже несколько дней простояли, они еще вполне свежие, но все-таки я их использую в кекс. И также у меня сливки остались для взбивания, здесь немного, я их тоже добавлю сюда же. Из неостатков это масло сливочное, мука цельнозерновая я добавлю, хочу разбавить белую муку, которая есть здесь в закваске. Ну, давайте смешивать. Берем закваску, рвем на части. Добавляю сюда 50 граммов сливок. Здесь порядка 5 желтков. Выливаю все. Получилось 80 грамм. Поскольку закваски много и она кисловата, хорошо добавим сахара. 200 граммов. Обязательно добавим пакетик ванилина. 80 граммов сливочного масла. 80 граммов масла растительного. 3 грамма соли. Обязательно не забываем соду, потому что закваска кислая. Чайную ложку соды. И 200 граммов цельнозерновой пшеничной муки у меня твердохлеб. Ну, как раз тоже получилось, что все остатки муки из этой пачки у меня как раз ушли. Все, начинаем замес. Как обычно, замес стартуем на самой низкой скорости для первичного смешивания продуктов. Так, смотрите, тесто у меня почти замесилось. Я подумала, что я хочу еще добавить, и захотела я добавить еще мак. Он у меня тоже остался, он уже был раньше промыт и высушен, поэтому я сейчас его не мочила. Месила я крюком, потом заметила не промес, и часть масла у меня не растворилась, поэтому взяла датский венчик, чтобы окончательно домесить тесто. Переложила тесто в форму, смачиваем руки. Всегда жирное тесто и вот такой консистенции кексовой удобно мокрыми руками разглаживать. Примерно по высоте у меня чуть больше половины формы. И сейчас отправлю выпекаться на 200 градусов примерно на час. Вот такой получился кекс. Пекся он мне 50 минут. Можно было чуть-чуть меньше, потому что у меня уже темноваты стали края. Но очень нежный кекс, очень нежное тесто. И я боялась, что он не пропечется. Когда будем выкладывать, будьте очень осторожны, чтобы он не сломался. Я буду выкладывать на полотенце. Беру полотенце, переворачиваю его на полотенце. Аккуратно снимаю форму. Аккуратно переворачиваю кекс обратно. Так я его точно не сломаю. Даем ему полностью остыть, ну а потом разрежем и обязательно попробуем. Ну что, друзья, будем резать. В центре он еще немного теплый, поэтому отрезать буду с краю. Ох, как хрупко и как красиво. Класс. Смотрите, какая прелесть. Ой, соды можно поменьше. Чуть-чуть пахнет содой. Я откорректирую в рецепте. Напишу вам, что поменьше соды. Чайная ложка без горки. Мне вот уже вот так вот нравится, очень красиво. Я уже начала пробовать и забыла включить запись. Повторю то, что я сказала в начале. В любой непонятной ситуации пеките кекс. Он вас никогда не подведет. На мой взгляд, такой вариант с маком прям чудесный. Рассыпчатый, очень нежный, с нежной хрустящей корочкой, с маковым таким деликатным легким привкусом. Я обычно не ем сладкое на ночь, но здесь я, видимо, не смогу удержаться. Ну что, друзья, давайте с вами продолжать творить, придумывать новые рецепты из того, что есть, из того, что хочется, из того, что вы увидели в магазине или где-то купили и не знаете, что с этим делать.
Пишите, будем придумывать новые рецепты и продолжать с вами печь. И испечем еще очень много всего интересного.